Двоечки, привет. Вчера вы выбрали первый расклад, второй вариант. Это ваш. И он, что в тебе меняется прямо сейчас. Ну и почему это пугает? Итак, в долгий ящик откладывать не будем. Давайте сразу начнем расклад. Итак, двоечки. Читаем карты по парам. Что в тебе сейчас меняется? Ну, знаешь, сейчас меняется это то, что ты вот перестаешь оправдываться за то, что тебе нужно. Не просто вот это «хочу больше времени для себя» или там «не хочу на дурацкий день рождения идти», а вот прямо «мне это надо, я не буду, это точка». Вот примерно вот так. Потому что вот смотри, пятерка мечей– это про тот момент, когда ты вдруг понимаешь, что вся эта возня с чужими ожиданиями и прочей вот этой хренью тебя просто выматывает. И ты просто решаешь «хватит». Все, точка, хватит. А семерка жезлов, она как бы огонька добавляет, да? Потому что ты не просто устала, ты злишься. И не на кого-то, а на себя, за то, что ты столько лет прогибалась. И на других злишься за то, что привыкли к твоей вот этой пластилиновости. Ну, покладистости, да? И вот эта злость, она сейчас вперед тебя толкает. Это, знаешь, это не просто там каприз твой или какое-то настроение временное, ПМС и прочее. Это сдвиг в самой основе. Ты больше не готова мириться с тем, что тебя используют как вот этого психолога бесплатного. Или там вечного, бесконечного сбега принеси. Ну или там жилетку для чужого нытья, особенно подруг, да? И вот самое интересное, это не про то, что отказываться от людей, нет. Это про то, что научиться выбирать, с кем и как свою энергию тратить. И что меняется, ты видеть начинаешь, что твое время, твои силы– это ресурс, а не вот этот бездонный бесконечный колодец, откуда все, кто хочет, могут черпать. Можете ложками, можете половниками, можете ведрами. И вот это осознание, оно для тебя сейчас как холодный душ. Сначала шок, потом ярость, а потом вдруг легко станет. И даже весело, я тебе скажу, что можно наконец-то жить по своим правилам, от этого и весело. Ну а почему пугает? Ну знаешь, тут по картам в чем дело? Ты боишься не столько перемен, сколько того, что за ними последует. Вот смотри, я объясню. Девятка жезлов– это карта человека, который уже вот столько раз по башке получал, что теперь уже ждет удара заранее, просто чтобы вот не удивляться. И у тебя в голове сидит вот такая вот установка. Если я начну границы ставить, то все от меня отвернутся, убегут и сбегут. И вот эта мысль, она засела у тебя так глубоко, что ты даже не замечаешь, как ты сама себе ее повторяешь каждый раз, когда решаешь промолчать. Вместо того, чтобы сказать «нет, там я не буду тебя слушать», «нет, я не дам в долг», «нет, и мне это не интересно». А вот королева Пентаклей, она про то, что ты привыкла, что твоя ценность для других, она в том, что ты всегда все выдержишь, всегда всех поддержишь, ты никогда не подведешь, ты человек, как сказать, вот, на которого положиться можно. Это как работа на заводе, где вот есть функция. Быть вечной вот подпоркой там для станка, да? Ты станком работаешь. Не человеком, станком. Ты подпорка для чужого комфорта. Неважно, подруга, родственники, мужик твой. И вот тут ты вдруг решаешь
не работать больше вот этим станком. И решила быть человеком. И в голове сразу картинка такая. Без того, что я не станок, меня никто не будет любить. Никто меня не будет уважать, я никому не буду нужна и ценить меня не будут. И вот ты боишься оказаться вот этой ненужной или лишней, или вообще эгоисткой, да, если разговор про родню. И вот это самый страшный страх. Не то, что там кто-то обидится на твой отказ, а то, что без этой роли ты вдруг станешь никем. Исчезнешь, невидимка. И причем этот страх, он, знаешь, не просто в голове у тебя сидит. Он в каждой клеточке твоего тела. Ты буквально вот физически ощущаешь, как страшно там начальнику, например, сказать, что ты не можешь после работы остаться. Или там после работы, вот, например, ты до 6 работаешь, да, а тебе начальник напишет в 7 и скажет, надо вот это доделать, быстренько сделай. И у тебя в голове надо. Или ты запаренная, да, так скажем, без мата, запаренная, там после работы, да, там 150 тысяч часов отработала, ты пришла, хочешь отдохнуть в субботу, и подруга подваливает. И хочет тебе сегодня там рассказать, как ее очередной мужик бросил. А тебе-то это не интересно, ну нахрен тебе это нужно? А ты не можешь сказать, что не готова слушать ее жалобы. И вот у тебя вот ты не отказываешься от этого, потому что это вот как с парашютом первый раз прыгать. Сама высота не так страшна, как неизвестность. А вдруг там парашют не откроется, а вдруг я вот брякнусь об землю, да? А если я там сломаюсь, когда это там об крыло самолета? Вот именно вот этот ужас перед неизвестностью, он тебя на месте и держит. Ты не перемен, нет, не перемен как таковых, а вот того, что без привычной роли ты перестанешь как будто узнавать саму себя. Вот чего ты боишься. Как проработать? Ну, тут понятно. Знаешь, чтобы было вот ощутимо. Пашкубков — это про вот эту смелость эмоциональную, да? А семерка мечей о том, что иногда нужно хитрожопо действовать. Незаметно для себя самой. То есть, знаешь, перестань объяснять свои «нет». Понимаешь? Не надо оправдываться. Там, почему ты не можешь подругу выслушать, почему ты нет, не хочу через час после окончания рабочего дня работать. Не надо придумывать миллиарды причин. Почему ты там хочешь на Новый год побыть одна, да? Достаточно одного слова «нет». Все, точка. Вот все, нет. Почему? Не хочу. Все, пошли вы в огород деду картошку копать. Ну, звучит просто, но для тебя это будет вот как вот этот прыжок с парашютом. Страшно, но надо. Еще где надо прыгать с парашютом, у тебя самолет падает. Надо. Вот хочешь, не хочешь, а надо. Ну или с этим самолетом шмякнешься. Начни с чего-то вот незначительного. Например, трубку не бери, когда это звонит. Чуть не сказал Шабол, да? Извините. Когда там подруга надоедливая звонит, да, в неудобное для тебя время. На сообщение сразу не отвечай, если ты занята. Просто потренируйся говорить «нет» без объяснений. И найди себе таких людей, да, вот я бы назвал их союзников. То есть не обязательно всем подряд рассказывать, что ты работаешь над границами своими, да? Но найди хотя бы одного человека, который тебя поддержит. Например, там вторая подруга, которая тебе говорит, а хрен ли ты ее выслушиваешь? Она задолбала уже со своим нытьем, сама залезает в эти долбанные отношения, да, по зову писюльки своей, а потом страдает, ну, если она свои
как говорится, ошибки не может понять, то ты-то тут при чем? Это не твои ошибки. Друзей надо поддерживать. Я с тобой согласен, что друзей надо поддерживать. А которые наглые, токсичные друзья, с какого хера их нужно поддерживать? Она тебе на уши приседает, а она что-нибудь от тебя выслушала, ты скажешь: да, вот мы на кухне винишко пили, и мы разговаривали. Да нет, вы просто разговаривали, она тебя даже не слушала. Не выпали бы такие карты, если бы она тебя слушала, внимала и помогала. Нет, там по пьяни, может, какие-нибудь советы тебе давала от балды, и все равно про своего мужика трындела тебе, очередного. Понимаешь? Пойми одну вещь. Отказ — это не про потерю людей, а про фильтрацию. Кто-то реально отвалится, как вот эта токсичная подруга. Это нормально. Те, кому ты реально нужна только как вот, как сказать, как нормальный человек, как подруга, они не исчезнут. Исчезнут те, кому нужна бесплатная служба поддержки. Это неважно, финансовая, моральная, эмоциональная, неважно. Они исчезнут. И пусть, и пусть. А остальные-то останутся, и с ними ты наконец-то сможешь строить, как говорится, дружеские отношения на равных, а не на том, чтобы ты всегда все выдержишь, понимаешь? И когда страшно, вспоминай, зачем это нужно. Не ради того, чтобы стать сильнее, нет. Или там научиться говорить «нет», «нет», это не цель, а ради себя. Вот это настоящий, та, которая не боится жить по своим правилам, а не вот по этим чужим ожиданиям от себя, понимаешь? Еще раз повторяю, это как мышцы тренировать. Тяжело сначала, да, больно потом, а потом становится легко, и ты уже, как говорится, не можешь представить, как раньше ты не качала вот эти мышцы. И качком станешь, и пиратом настоящим. Прорабатывать это все в императоре, ну и в магии чуть-чуть, и в дьяволе еще. Обязательно приходи в проживание арканов, ты это проработаешь, мы из тебя сделаем настоящего пирата. И всегда помни, что я с тобой рядом.